Ну, Буся очень, очень невежливо уходить сразу. Ой, это не кошка, это вообще жабёшка. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет болтливое видео. Я уже почти выздоровела. Даже обоняние ко мне возвращается. Но пока так, если прям совсем под нос что-то подсунуть, то чувствую запах. Вот. О чем мы сегодня? Вы спрашивали... Там, по-моему, сзади нападение готовится. Вы спрашивали, как вообще Бубочка, поведение ее и вообще она сама изменилась после стерилизации. И вот сегодня я вам, не все расскажу, буду постепенно рассказывать, чтобы сильно долгие видео не получались. Расскажу, как у нее обстоят дела именно с питанием после стерилизации. Хочу, чтобы вы не просто на меня смотрели, а чтобы Бубка тоже в кадре была. Про питание ее расскажу, потому что, как по мне, так самое вот значительное, одно из самых значительных изменений, это в питании у нее произошло. Вот. Сегодня покажем, что она как ест, как она у нас на диетушке сидит. Ой, видите, добрая какая девочка. Все, приятного просмотра. Видео будет из вольера, так что особо резкого перехода не будет. Вот у нас уже снег растаял, наконец-то весна вступает в свои права, и в выходные будет большая миграция совуньи в летний вольер, в лес. Все, друзья, приятного просмотра. Ой, писекот какой. Встала на меня. Села на меня. Буся. Какая ленючая. Скажи, вот еще объем мой подуменьшит, когда линька закончится. Кошмар. Кошмар, кошмар. Шерстяневики. Я тебя тут вычесываю. Спасибо бы сказала. Ты ворчишь. В общем, Луняша все свое детство, молодость была такая малоежка, так сказать. У нее аппетит был, наверное, на 5 из 10. Поэтому она... Я смотрю сейчас детские фотографии и видео ее, она там больше на велосипед какой-то похожа. Всегда приходилось ее заставлять что-то есть. Она могла вообще забыть пообедать, поэтому никогда точного по весу приема пищи у нее не было. Ой, пи-пи-пи. Я всегда примерный кусок давала, она наедалась и оставляла все, что не хотела. Никогда она не объедалась, никогда ничего подобного не было. А вот после, и это причем независимо было до полового созревания или после, ну у нее может после года в 3 чуть получше аппетит стал, но все равно из-за так называемых течек, из-за эструса бывали дни, когда она вообще сама себе голодные диеты устраивала. Или в какие-то ела совсем понемногу. Поэтому с питанием проблем у нее не было. С перееданием, точнее. Шкряп, шкряп, шкряп. Сегодня Бубкиными пейзажами будем любоваться. Так вот, после операции у нее аппетит появился где-то на 2-й день. И все время послеоперационное заживление, у нее был нормальный аппетит. Никаких там перееданий, ничего не было. Просто обычные порции кушала. А так как еще мало двигалась и много спала, то вообще все приемлемо было. Но вот как только она зажила, в ней, наверное, началась вот эта гормональная перестройка, и у нее проснулся такой аппетит. Это вообще, я такого никогда не видела. И сколько через меня кошек обычных прошло, и собак тоже мы стерилизовали. Никогда такого вот резкого, как по щелчку, по щелчку смены не было. И у нее проснулся вообще дикий динозавровский какой-то аппетит. Она хотела есть постоянно. К слову сказать, что когда они становятся сильно
ну, уши точнее, становится сильно голодная, она не становится агрессивнее или еще что-то, она просто начинает ходить, постоянно искать еду везде. Вот тогда она как раз и научилась открывать и холодильник, и где мы духовку, когда размораживали мясо, иногда в духовку его клали, когда немножко подогреть нужно было. Вот она научилась открывать все это с легкостью. Вот такие дела интересные. И мы еще по незнанию, что это такое, когда еще и у нас была перестройка на ее новое поведение, тоже давали ей мясо, не считая, не взвешивая. И, видимо, вот тогда плюс уменьшенная активность, и мы ее перекормили. Как-то она, мы не заметили, украла кусок, где-то килограмма 4 он был, и она весь его съела за раз. Потом с таким пузом валялась. Позже мы уже стали осмотрительнее, все хорошо закрывать, прятать. Размораживать уже не получалось при ней, потому что все сразу будет украдено. А аппетит был у нее настолько сильный, что она прям ходила и плакала. Даже ночью не спала, а ходила и искала еду. И, если честно, это было так ее жалко, потому что ты понимаешь, что она не от какой-то скуки, не от чего-то ищет пропитание, а именно потому что чувствует вот этот вот какой-то голод нестерпимый, вот эту вот перестройку гормональную, перестройку организма. Короче, было тяжелое время, очень-очень было ее жалко. Но вот сейчас мы настроили систему питания. Все, пора идти играть с кошечкой. Вот, в общем. Аппетит был настолько сильный, что она прям ходила, плакала, лазила по всем полкам. И это вот несколько месяцев продолжалось. Такой, я ее не снимала, потому что мне вообще было очень грустно и жалко на нее в таком состоянии смотреть. А угощать ничего нельзя, идти на поводу тоже нельзя. Нужно было выстраивать правильный график питания. Да? Еще учитывая, что не могли мы добавить к этому всему нормальную активность и нормальные прогулки, даже в вольере, потому что было и очень холодно, и много снега, и пузо вот это вот ее лысое. Я очень боялась, что она там застудит что-нибудь себе. И поэтому вот такой трудный период. Поэтому весик-то она и поднабрала. Сейчас, слава богу, мы рацион ее стабилизировали. Вот, поэтому они у нас обе на диете. Сейчас перекус обеденный. Тут вот желудочки, сердечки с водой немножко. Веня тут ее порция лечебная. Веня уже не дождалась. Сама пришла. Пойдемте. Пойдемте кусить. Пойдемте кусить. Сегодня... Ой. Сегодня ветер весь день, дождь. Так что сонное настроение у товарищей девочек. Я уже почти в себе. Даже нюх возвращается. Скоро смогу унюхать все, что угодно. Чё, бочка, обед? Обед? Ты чё у нас такая мисс Дремота сегодня? Веня вон уже ням-ням-ням. У них тут свои порядки. Игрушка, свинюшка. Ну, пойдем кушать. Пойдем, моя девочка. Думает, что-то стоит вообще ее внимание или не стоит. Ты чё сонная такая? Муха-сплюха. Мушечка-сплюшечка. Да. Все уже. Снег не обещают больше. Обещают тепло, жару. Пойдем. Пообедаем. Скоро будем вашу палатку разбирать. Ой. Ой, скажи, что ты там мне принесла? Что ты там мне принесла? Леопардовый суп. Ну, Веня, что это такое? Какая? У леопардушки отжать решила. Да. Скажу, ой-ой. Водичка эта мокрая. Не нравится. Ну ладно. Такой вот обед. А Веня думает, что у нее вкусный суп. Венза, ну у нее не такой суп, как ты думаешь.
Это не собачий суп, а леопардовый. Ты такое даже не будешь. Говорит, ладно, воды попью. Вкусной. Такие вообще без энтузиазма. Ой, проверяльщики. Вот в чужой миске всегда вкуснее. Что там? Она все съела, тебе не оставила. Венза, ну тебе такое нельзя, и ты такое не любишь. Что с глазами? Что с глазами? Ветер сегодня надул глаза. Нет, 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 Венза, нельзя. Нельзя. Нет, нет. Что это за звери такие? Ну это вот вообще, это что такое? Нет, Веня, нельзя. Нельзя ее суп. Ты все съела, она у тебя там ничего не доедает. Не надо такими глазами смотреть на меня. Вот, это не звери, это какие-то... Бочка. Вот твое. Вот твое. Так и живем. Так и живем. Веня в расстройствах. Раньше я Буся оставляла мясо, а сейчас, говорит, не разрешают ничего. Приходится косточки ныкать по вольеру. Одни расстройства. Такая вот диета. Вечером будет конина у нас и пара куриных голов. Ну, она как бы спокойно относится к тому, что это вот еду ее можно брать, если это не цельный кусок мяса на кости. Вот там уже скандалы начинаются. Сердечки ей хоть и нравятся очень сильно, но она спокойно дает их. И маленькие кусочки мяса нарезанные тоже спокойно можно кормить, брать, забирать. Но если вот кусок на кости, такой кровянистый, мясной, то там, да, все уже в свою пещеру драконовскую убегает. И никто не подходи. Потому что подружка на диете теперь строгой. Ее бы воля, она съедала килограмма по 3, наверное, 4 в день. А у нее вот, именно мышечного мяса килограмм и плюс всякие добавки различные. Ну и мясо тоже разное. Такие вот делишки. Все, молодцы, молодцы. Все поели. Такие вот дела. Вот у нас сегодня конина. Сейчас 900 грамм отмерим. И нарежем. Вот. Человек спокойно сидит, ждет, да, когда кушает. Умничка. Умничка. Темно сильно. Хорошо не снимается. Молодец, молодец. Сейчас кушать будем. Все, ужин готов. Приятного аппетита. Ном-ном-ном-ном. О, вкусно, вкусно. Молодец, молодец. Все, вот такие дела, друзья. Спасибо большое всем за просмотр. Бубочки, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Все, друзьяшечки. Надеюсь, вам было интересно. Может, немножко нескладно разговариваю. Я просто после простуды немножечко еще до конца не в себе. Все, всем пока-пока. Пойду кормить вторую бубушку. Ой. Еще, если у кого вопросы по поводу того, зачем я режу кусочками, потому что килограмм, он там такими небольшими, но достаточно крупными кусками, одна от них отгрызть не сможет, а заглотит целиком. Ну, это ничего хорошего. Поэтому те кусочки, которые без кости, я их режу. Вкусно, вкусно. Молодец. Все, подчищаем.
Уже косточку. Фу, невкусно. О, вот кусочек еще. Ой. Все. Теперь точно пока-пока.